Приветствую вас на канале Техревизор. Для этого рейтинга я отобрал 5 смартфонов. Да не простых, а ударопрочных, защищенных. Специально для тех людей, в чью жизнь входит не только офис и дом, но и какие-то события поинтереснее. Всякие приключения, работа в сложных условиях, путешествия. Хотя не исключено, что этот рейтинг вас заинтриговал только потому, что обычные сенсорные телефоны по разным причинам долго не живут. То со стола упадут, то в воду окунутся. В общем, защищенные смартфоны до сих пор популярны, так что давайте посмотрим, какие именно модели можно рассмотреть к покупке. Перед этим можете поставить лайк и подписаться на канал, тут вы наверняка найдете для себя еще что-то полезное. Открывает рейтинг Blackview BV9220. После знакомства с этим телефоном я понял, что это самый стандартный смарт со всеми типичными современными плюшками, которые обернули в защитную оболочку. То есть корпус у Blackview защищенный, все как полагается для этого рейтинга. Прорезиненные углы, защитный бортик по периметру, металлические накладки на торцах, разъем для зарядки с заглушкой и пылевлагозащита по стандарту IP68. То есть телефон можно погружать в воду, терять в снегу, ронять с высоты более 1 метра и ковыряться им в песке. Он также рассчитан на устойчивость к струе высокого давления и горячей воде. Прям в кипяток его можно погружать. Проверено. Это благодаря дополнительному стандарту IP69K. Получился полностью защищенный смарт с железом базового уровня. Начинка у него простая. Бюджетный процессор MediaTek Helio J96, 8 ГБ оперативки, 256 постоянной. Этого достаточно для быстрой работы интерфейса в целом. Конечно, в игры на таком не поиграешь, но все приложения грузятся быстро и не тупят в процессе. При этом его достаточно для экрана с Full HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц. Есть даже возможность поснимать. Сзади стоят неплохие камеры, снимки которых обрабатываются искусственным интеллектом собственной разработки Blackview. Поэтому можно пофоткать пейзажи и позаписывать видео в приемлемом качестве при хорошем свете. Автономность у смарта тоже самая обычная. Внутри стоит батарейка на 5000 мАч, то есть такая же, как и у любого другого современного телефона. Держит при этом около 8 часов. Но заряжается быстро, минут так за 45 с 0 до 100%. А вот на 4-е место я поставил Doogee S98 Pro. Это уже более интересный и нишевый смартфон, который отличается от обычных сенсорных лопат не только защищенным корпусом. Из необычного сразу выделю камеру ночного видения и встроенный тепловизор. Само собой, далеко не каждому нужны эти опции, но поэтому я и назвал этот смартфон нишевым. Тепловизор запускается в отдельном приложении, имеет самые базовые характеристики, которых хватит для простых задач. Кому-то поиграться с тепловым следом от руки, кому-то температуру какого-нибудь устройства измерить. В общем, с легкими задачами он справляется, ну и камера ночного видения может понадобиться, например, для ночной охоты. Она реально неплохо снимает в кромешной темноте. Основные камеры также неплохие. Можно делать в меру детализированные снимки с какой-никакой цветопередачей. При этом сохранилась защищенность смартфона по военному стандарту, совмещенного с IP68 и 69K. С таким тоже можно смело и в грязь, и в воду. Но что приятно, в руках телефон лежит удобнее. Ну и он тупо компактнее прошлого Blackview благодаря экрану поменьше. Это также качественное Full HD+ разрешение и приятная картинка под любым углом обзора. Разве что частота обновления самая обычная – 60 Гц. Но это не самый большой приоритет в защищенном смарте. В остальном он такой же, как и прошлый Blackview. Тот же проц Helio J96, столько же памяти, но батарея на 1000 мАч жирнее. Правда, заряжается смарт в 2 раза дольше из-за блока питания послабее. Но 1,5 часа тоже вполне привычный срок. Тройку лучших открывает Doogee S100. Это как бы немного улучшенная версия прошлого S98 Pro. И что примечательно, за меньшие деньги. Но сразу скажу, что так вышло, потому что тут нет встроенного тепловизора. Поэтому если вам он и не нужен был, то можно не переплачивая купить вот такой S100. При этом осталась камера ночного видения, примерно того же уровня с черно-белой съемкой.
Основной сенсор сделали получше, на 108 мегапикселей, ширик на 16 и фронталку на 32 мегапикселя. По итогу тут камеры делают более проработанные снимки без мыла и шума. В целом, смарт настолько же защищенный. IP68, 69K, прорезиненные разъемы, корпус из поликарбоната, кожаная задняя крышка, усиленные углы и торцы. В общем, смартфон можно без страха ронять с высоты, терять в грязи, а потом мыть в воде, даже в горячей. Но из нетипичного у него батарея. Внутри стоит аккум на 10800 махов, а это порядка 20 часов работы. И это на максимальной яркости, с включенным модулем Wi-Fi и так далее. При желании можно и больше суток на одном заряде просидеть, не вынимая. И что классно, зарядить S100 с 0 до 100% можно менее чем за 1,5 часа. Это благодаря блоку питания на 66 Вт, то есть это столько же времени, сколько нужно для зарядки прошлого S98 Pro. Также выделю проц. Тут стоит обновленный Helio J99 на более современной базе. Он выдает мощей побольше, и плюс к тому оперативки 12 гигабайт. Поэтому тут система летает, никаких подлагиваний и сбоев не встречалось. Ну а в современные игры на таком смарте вряд ли кто-то будет играть, поэтому их не рассматриваю. Второе место занимает Oukitel WP21. Он очень схож с прошлым Dugi S100. По крайней мере, эдакая философия у этих телефонов одна. И дело даже не в их защищенности, а скорее в общей механике решения задач, которую реализовали разные бренды, внедрив свои приколы. Поэтому если вам просто по душе не пришелся Dugi, рассмотрите Oukitel. Возможно, он зацепит сильнее. Например, он немного больше по габаритам. Достигается это за счет экрана на 6,8 дюйма. Конечно, от 6,6 отличие не кардинальное, но за счет объемных вставок в корпусе в руке смарт все равно лежит немного по-другому. Это такой же защищенный смартфон со всякими уплотнителями, усиленными торцами и защитой IP68-69K. В общем, в воде не тонет, в огне не горит, как говорится. Дисплей не изменился в отношении разрешения. Full HD+, все на месте, все радует глаз. А вот в плане матрицы есть подвижки. Тут стоит AMOLED, который реально показывает более яркую и насыщенную цветами картинку. Но это вообще не самая основная задача защищенного смарта, поэтому особого акцента на AMOLED-матрице делать не буду. На задней панели есть такой же сенсор для съемки в полной темноте. Основной объектив, макро и вспышки для хороших снимков и видео. И даже второй круглый дисплей между ними вместили. На нем можно смотреть время, уровень заряда, отслеживать уведомления и принимать звонки. Кстати, о батарее. Тут стоит аккум на 9800 мАч. И проц у Oukitel точно такой же, как у прошлого Dugi. То есть, сами понимаете, по автономности это плюс-минус те же цифры. И заряжается он тоже за 1,5 часа с 0 до 100%. На первое место топа я поставил Ulefone Armor 24. Это очень необычный смартфон в своей категории, в какой-то степени даже весовой. В рейтинге он самый габаритный и самый тяжелый, в толщину практически 3 см, при весе в 650 грамм. То есть смарт реально не то чтобы не для женской, но даже не для мужской руки. С какой-то эргономикой и удобством использования производители не сильно заморачивались. Ну а как по-другому, если перед инженерами поставили задачу встроить в Powerbank смартфон? Каким-то таким тезисом я могу вкратце объяснить смысл этой модели. Тупо Powerbank, в который встроили телефон. А что, и по габаритам подходит, и по объему батареи. Здесь этого не пожалели. Всунули целых 22 тысячи махов. Сколько оно будет держать заряд, нет особого смысла считать, так как все равно других конкурентов по этому параметру нет. Это буквально максимум. Поэтому если вы искали что-то, что хотелось бы заряжать пару-тройку раз в месяц, то вот, пожалуйста, Ulefone Armor 24. Еще он интересен с задней крышкой, но уже не каким-то там вторым экраном, а целым фонарем наполовину спины. Светит на 1000 люмен. В принципе, можно прилепить его к потолку где-нибудь на кухне, чтобы осветить ее полностью. Но это вам чисто для понимания, на что способен этот третий глаз. Из более стандартного, свойственного для типичного смартфона, у этого Ulefone экран и проц. В этом плане чудить не стали и поставили очередной Helio J96. Ну и IPS-матрица, Full HD+ разрешение, 120 Гц. В общем, хотя бы тут он похож на привычный телефон. Но в остальном защищенный убийца-фонарь Powerbank. По-другому просто не назвать.
На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о выходе новых рейтингов и обзоров техники. А с вами была команда канала Техревизор.